Друзья, сегодня поговорим о пестролистных фиалках. Есть некоторые нюансы в уходе за пестролистниками, как сохранить пестролистность, как проявить пестролистность, если она начинает постепенно исчезать, и вообще что этому способствует, почему так происходит. И, соответственно, уход будет немного отличаться от обычных стандартных фиалок. Прежде чем перейти к основным нюансам в уходе, покажу на примере своих фиалочек несколько разновидностей пестролистности. Вот это у меня, к примеру, сорт НК Янь. Такая вот красивая кроновая пестролистная розеточка. С такой же кроновой пестролистностью сорт Н Этюд в розовом, селекционер Берникова. Такая вот красивая малышка. И также есть у меня вот такая вот Н Ночная роса, тоже Берниковой, белая окаймляющая пестролистность, тоже миниатюрка. Сегодня показываю на примере миниатюр. Итак, каковы же основные нюансы в уходе? Смотрите, первый момент — это температура. В более прохладных условиях пестролистность более четко проявляется. В жарких условиях пестролистность менее заметна, либо она вовсе пропадает. Поэтому, если температура повышена, и если фиалочки у вас растут на стеллаже, можно поставить их на самую нижнюю полку стеллажа, пестролистники. Температура идеальная будет от 18 до 22, 23 градусов максимум. Потому что если выше уже будет, если будет жарко, то фиалочки начнут заплывать. Но в холодный период следует, конечно же, избегать резких скачков температуры и сквозняков. Если фиалочки у вас такие растут на подоконнике, то в жаркое время вы можете их поставить либо на пол опустить, либо подальше от окна, чтобы прикрывать их от солнечных лучей. И вот как раз второй момент — это освещение. Оно должно быть интенсивное, рассеянное и длительное для пестролистных розеток. Но, еще раз повторюсь, избегаем прямых лучей. Ожог возникает очень быстро, могут появиться некрасивые мокнущие пятна. Поэтому притеняем их, прикрываем обязательно. Это либо жалюзи используем, либо бумагой прикрываем. Можно взять кальку, она тонкая, она пропускает свет, но от прямых лучей она немного защитит фиалочки. Если вы не планируете покупать жалюзи, нет у вас в планах этого, или вы не хотите делать отверстия, сверлить в пластике, то можно сделать жалюзи своими руками из подручных средств. Кому интересно, я в описании под этим видео оставлю ссылочку, как я сделала жалюзи, из чего быстро, бюджетно. Поэтому, кому интересно, в описании под этим видео будет ссылочка. Третий момент — это, конечно же, удобрения. А именно поговорим об азотных удобрениях. Именно такие удобрения могут повлиять на пестролистность в плане того, что она просто исчезнет, так как азот применяется для листовой массы, для наращивания листвы. Поэтому обратите на это внимание и сведите к минимуму такие удобрения. После отмены азота пестролистность может вернуться. То есть это обратимый процесс, и пестролистность можно восстановить. Поэтому не надо слишком перекармливать фиалочки, слишком часто или слишком в больших концентрациях. То есть все должно быть минимум, вот, чтобы
не навредить. Это что касается удобрений. Далее, что касается размножения. Для укоренения, для размножения мы берем наиболее зеленый лист. У него больше хлорофилла, он, как мы знаем, участвует в фотосинтезе, поэтому мы выбираем такой вот зеленый лист. Что касается деток, отделяем мы детки от материнского листа, когда они позеленеют, иначе детка может не выжить. Поэтому мы добиваемся, чтобы появились зеленые листики. И вот в таких случаях мы наоборот можем использовать удобрения для декоративно-лиственных растений, то есть с содержанием азота. Вот этот листик я уже пролила один раз удобрением для декоративно-лиственных растений. Детки эти были полностью белыми, и вот уже с серединки можно заметить, листики зеленеют. После нескольких еще поливов таким удобрением с азотом, листики наберутся больше зелени, подрастут, конечно же, и только после этого мы их будем отсаживать. И также можно поставить таких вот деток с листиками в более теплое место. Так как такие детки, они светлые, они белые, они практически без хлорофилла, и если их рано отделить от материнского листа, они не приживутся. Сорт N Радость с такой тоже красивой розово-кремовой пестролистностью. Ну, детки, как видите, заметно отличаются. И здесь у меня тоже небесное создание, тоже детки были намного светлее, вот такие вот беленькие, сейчас уже начали зеленеть. Итак, какой можно сделать вывод? Пестролистники любят более прохладные условия, больше света, и удобрений должно быть в меру. И именно в подходящий момент. Лучше не докормить фиалочку, чем мы переборщим, перекормим ее азотом, и потеряется пестролистность, вся суть, вся красота именно и есть у пестролистников, именно в красоте листьев. Постаралась более кратко объединить все эти основные моменты, самые важные в уходе за пестролистными фиалочками. На этом, друзья, я буду заканчивать это видео. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, с удовольствием на них отвечу.